Ребята, всем привет! А в сегодняшней серии я буду собирать танк Т-70П от Звезды. Это новинка этого месяца. Она вышла в 35-м масштабе, так что давайте смотреть, как я собираю этого малыша. А купить такую модель вы можете в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша вы будете иметь скидку в 10%, а по вот этому промокоду при первом заказе вы будете иметь скидку в 200 рублей. Итак, поехали! Сегодня я буду собирать танк Т-70П. Это легкий советский танк. И перед сборкой хочу немножко посмотреть на коробку. И мне очень нравится бокс-арт. Он изображает настоящее живописное полотно художника Андрея Жирнова. Здесь изображен бой советских и немецких танков зимой. А на обороте собранная модель, небольшая историческая справка и небольшая информация о будущей модели. Здесь 206 деталей, 35 масштаб, а также длина модели обещает быть 21 с небольшим сантиметров. Также Звезда сообщает, что здесь можно собрать из этого набора два варианта танка. Первый вариант – это позднего года выпуска, и второй вариант – раннего года выпуска. И я, скорее всего, склоняюсь к раннему варианту. Так, и здесь пакет с деталями. Также инструкция. В инструкции довольно-таки мало шагов, я так понимаю. Да, 17 шагов. Значит, сборка будет довольно-таки легкой для 35-го масштаба. Итак, декаль. Она изображает из себя набор цифр, орлы, интересную надпись «Горьковский динамовец» и тактическое обозначение. А также в коробке лежит схема окраски. Она предлагает 4 варианта окраски, то есть по 2 на каждый вариант сборки. Приступаем к сборке. В Телеграме помимо моего канала о моделизме есть еще один подобный канал «Моделька». В нем автор показывает работы именитых моделистов, публикует новости моделизма и разыгрывает модели. Ссылка на канал будет в описании. Начинаем с первого шага, и здесь он начинается немножко нестандартно. Нам нужно собрать сначала два подшага, 1А и 1Б. Это пулемет и казенная часть орудия. Начинаем, ищем детали, соответственно, А9, А8, А16, А7 и А15. И они находятся на литнике, то есть рамки А, соответственно, вот номерами 8, 9, 16, 7 и 15. Так, передо мной рамка А, на что можно также удостовериться и найти на ней надпись А. И, соответственно, ищем номер наших деталей как адрес дома. Улица А, адрес 8, 9. Ищем. Вот я нашла 8. Отрезаю детали я такими бокорезами. Так, 9. Детали отделены от рамки, и теперь их надо подготовить. После отрезания остались вот такие вот заусенцы. От них надо избавиться. И для этого мне понадобится вот такая маленькая пилочка надфиль. Потому что у настоящего орудия нет никаких таких заусенцев. Каждую деталь подготавливаем. Вот такие тонкие детали, как пулемет, удобнее обрабатывать не грубым надфилем, а наждачной губкой. И ей очень удобно контролировать степень нажатия и не повредить тонкие детали. Детали готовы, теперь мы их соединяем в соответствии с инструкцией. Две половинки вместе. И немножко клея. Даем клею схватиться. Несколько секунд. Готово. После того, как клей высох, можно немножко подровнять стыки. Итак, детали для первого шага я подготовила. И тут небольшой нюанс. Нам сразу же предлагается определиться с выбором, какую же мы собираем версию танка. Так как я выбрала ранний вариант, а для раннего варианта соответствует первый и второй вариант окраски, мне нужна деталь B40. Вот она. Обратите внимание, А18 остается на литнике, и она не нужна. И теперь соединяю все детали, как показано на рисунке. И последняя деталь в этом шаге с маленькой пимпочкой, которую я приклеила чуть ранее за кадром. Ставим ствол. Тоже клей. Вот так.
Все, наше орудие собрано. И следующим шагом мы собираем башню. Для этого нам понадобятся детали с литника А 35, 36, 39 и 42. Вот они. Я их уже подготовила, убрала все лишнее. И теперь ставим, зафиксировали и также капнули клей. Теперь надо в разборку поставить наше орудие. Даем немножко подсохнуть. Идем к шагу номер 3. Здесь мы закрываем крышку и заднюю часть башни. Тут тоже обратите внимание, нужно определиться с вариантом окраски. Я выбрала вариант 2, у меня будет зеленый и ранний. И для этого мне понадобится деталь именно 23. 24 деталь нам не нужна. Так, вот она. Они, видите, отличаются немножко направляющими. Так. Оп, просто ставим на свое место. Видите, все фиксируется идеально, без зазоров. И по внутренней части пройдусь кисточкой. Тоже, как видите, все стыкуется идеально. И капаем клей. Итак, я перехожу к 8-му шагу, это сборки корпуса. Мне нужны детали 8А, это подсборка, маленькие крючочки, я их уже приклеила сюда. И также борта B15 и B16 и задняя часть B7 и А44 планочка. Собираем в соответствии со схемой. Тут есть маленькие направляющие, так сказать. Вот. Соединяем и капаем клей. Давайте немножко на каждую платформу. Оп. Теперь второй борт. Также капаю клей предварительно в места стыка. Так, задняя крышка. Примеряем. Собственно, и сразу же ставим на место. И по внутреннему шву проходимся клеем. И переходим к 9-му шагу и закрываем крышку корпуса танка. Все. И последняя деталь в этом шаге — это вот эта крышка. Итак, продолжаем собирать танк Т-70Б. И мы остановились на 10-м шаге. Давайте его делать. Крышечка. Я ее уже подсобрала и ставлю на свое место. Люком открывается наверх. То есть вот так. Отверстие имеет полукруглую форму и, соответственно, штырь такой же формы. Тут не нужно их никак выравнивать, они сразу встают в одну линию, в одно направление, как бы параллельное. И можно приклеить. В следующем шаге мы вешаем катки и ведущую звездочку. Это детали D9, и они одинаковые. Тут надо сориентироваться по отверстию. Оно тоже полукруглой формы и полукруглой формы штырь. Теперь настала очередь катков. Мы вешаем опорные катки и поддерживающие катки. На схеме изображен один, но их надо на каждый рычаг, соответственно. И ставим. Катки собираются на маленькой подсхеме. Я это сделала за кадром. Перед приклеиваем, мне хочется поставить танк на катки. Вроде бы никто не висит. Идеально. Можно пройтись клеем и как следует их прижать и подровнять. И теперь маленькие каточки наверх. За кадром я сделала шаг номер 12, то есть собрала гусеницы. Я решила это сделать за кадром, так как это довольно-таки муторный процесс и довольно-таки простой. Ничего сложного в этом нет. И также я поставила надгусеничные полки. И теперь давайте сделаем люк, закроем люк и сделаем эту трубу. Тут есть специальные штырьки и ищем просто нужные отверстия на танке. Немножко клея.
И оп, готово. Теперь труба. И все легко и просто. Тоже клей. А теперь я поставлю на свое место шансовый инструмент. Запасные гусеницы и закрываем их специальной планкой. А теперь я приклеиваю ящики. Закрываем передний люк. Ставим башню. Все, танк собран. И вот такой у меня получился танк. Сборка оказалась довольно-таки простой и одновременно сложной, потому что здесь очень много мелких деталей и требует большой концентрации внимания. В процессе сборки надо быть очень внимательным именно с инструкцией, так как на каждой страничке, на каждом шаге нужно следить за тем, какую версию танка ты собираешь, и также следить за маленькими подшагами. Это требует немножко внимания. Но если у тебя получилось собрать такую модель, то ты большой молодец. Как я окрашу этот танк, ты всегда можешь найти на моем YouTube-канале Даша Моделист. И вот такая у меня получилась сборка. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Напишите об этом в комментариях. А также переходите в мои социальные сети, такие как Яндекс.Дзен, группа ВК и Telegram. До новых встреч. Пока-пока. А окраску ждите в следующих сериях.